Всем привет, с вами Руслан Левиев, и это очередная сводка с войны. С момента прошлой сводки ситуация на фронте изменилась незначительно. Основные продвижения российских сил отмечены на Очеретинском выступе. В частности, на южном фланге выступа захвачено село Бердычи, как я и предполагал на прошлой сводке. На северном фланге российские войска взяли под контроль поселки Новокалиново, Керамик и Архангельск. Видно, что российским войскам больше удается продвигаться на север, северо-запад Очеретина, нежели на юг. Например, на южном фланге этого выступа уже которую сводку подряд не меняется ситуация вокруг поселков Уманское, Яснобродовка и Нетайлово. А что касается операции «Часов Яр» к 9 мая, то там только одно незначительное изменение. Подразделения вооруженных сил России подошли к одной из точек, где канал Северский Донец-Донбасс уходит в трубы под землю. Эта точка находится к югу от микрорайона Канал Часова Яра. По карте видно, что этот микрорайон пытаются взять в клещи, обходя его не только с юга, но и с севера, двигаясь от села Богдановка. Но у меня есть большие сомнения в возможности захвата даже этого микрорайона к 9 мая. На прошедшей неделе снова появились заголовки про прорыв украинской обороны. В этот раз речь шла про поселок Кисловка в Харьковской области. К моменту записи сводки он и соседняя Котлеровка находятся уже под контролем российской армии. Опять-таки скажу, что назвать это прорывом обороны у меня даже язык не поворачивается. Это продвижение. И вообще, знаете, у меня складывается впечатление, что российские генералы, ответственные за различные направления, попали в ловушку отчетности. Словно на каком-нибудь совещании Валерий Герасимов или Сергей Шойгу устроил им выволочку и сказал: «Это что же получается? На Авдеевском направлении все пишут про прорыв фронта, а на твоем направлении тишина?» Обычно за такие результаты генералов снимают с лакомых позиций. Поэтому они срочно бросают в бой все, что у них есть, лишь бы хоть какой-то результат показать и выдать его за большую победу. Но повторюсь, что это не более чем ощущение, догадки. Но при этом я вижу, как оживились все, даже глухие направления. На Херсонском направлении отчитывается, что выбили украинские силы с острова Нестрыга в устье Днепра. На Запорожском направлении в который раз рапортуют о заходе в село Работино. На юге Донецкой области, в Гайдарском направлении, сообщают о боях за поселок Урожайное. Ну а на Харьковском направлении мы слышим про Кисловку и Котлеровку. Словно все направления борются за то, чтобы не оказаться последними. Для тех, кто, как и мы, желает победы Украины, в этом есть и позитивный момент. Ведь лучше, когда направления конкурируют между собой в условиях сильно ограниченных ресурсов, а не снимают часть сил и отправляют под Очеретино развивать наступление. Кстати, в пятницу представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий и командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк снова сказали, что у России есть план по захвату Харькова и Сум, и якобы готовится наступление. Я уже много раз рассказывал вам, почему такие планы нереализуемы. Поэтому, что я тут могу сказать? Хотеть не вредно. Британский министр по делам вооруженных сил Лео Докерти заявил, что за 2 года полномасштабного вторжения армия России потеряла убитыми или ранеными 450 тысяч человек. Это примерно соответствует оценкам и нашей команды. Последние подсчеты медиазоны, русской службы BBC и их команды волонтеров показали более 51 тысячи имен погибших с российской стороны. Отталкиваясь от этой цифры, грубая оценка CIT по реальному количеству погибших – около 90 тысяч человек. Мы считаем, что соотношение погибших к раненым у российских военных составляет где-то 1 к 3. Отсюда получается, что раненых примерно 300 тысяч человек. Итого все вместе около 400 тысяч человек – это и раненые, и погибшие. Цифра, конечно, шокирующая и пугающая. Это сильно больше всего населения города Сургут, в котором я вырос, и в 26 раз больше населения города Бекин, в котором я родился. При этом конца войны совсем не видно, даже в отдаленной перспективе. У нашей страны уже было поколение безотцовщины. Что ж, смогли повторить. Вот, оказывается, о чем были те самые наклейки на машин. Правительство России опубликовало постановление, согласно которому с 1 ноября этого года начнет работать электронный реестр воинского учета. С этого момента появится возможность рассылать повестки электронно и оперативно вводить ограничения на выезд из страны. Здесь нужно подчеркнуть, что это электронный реестр всего воинского учета, а не только тех, в отношении кого выписаны повестки. Я видел, как некоторые телеграм-каналы подали эту новость так,
будто бы с 1 ноября в отношении всех военнообязанных будут введены ограничения на выезд из страны. Это не так. Такие ограничения будут вводиться только в отношении тех, кому выписана повестка. Появление реестра не означает, что в ноябре обязательно будет вторая волна мобилизации. Да, эта система рассчитана и на то, чтобы облегчить следующие волны мобилизации, но она не говорит об их неминуемости. Кстати, согласно постановлению, будет действовать презумпция недостоверности сведений, полученных от гражданина. Что это значит? Если по каким-либо причинам, например, из ошибки ввода данных, у вас в реестре значится категория годности А, а вы принесли документы категории годности В, то пока не закончится разбирательство, верными будут считаться данные именно из реестра. А за время, пока идет разбирательство, вас уже успеют и на фронт отправить, откуда выдернуть человека обратно очень сложно. Что касается осеннего призыва на срочную службу, то если его не будут переносить, то он должен начаться 1 октября. То есть за месяц до начала работы электронного реестра. Я бы здесь отметил, что согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде России, за 2023 год были вынесены решения почти по 1000 уголовных дел за уклонение от призыва. И ровно 0 из них закончились реальными сроками лишения свободы. При этом, судя по всему, некоторым войсковым частям спустили план по тому, сколько срочников должны подписать контракт. Есть история о том, как срочников избивали за то, что они отказывались подписать контракт. И есть случаи со смертельным исходом. Среди тех, кто все же подписал контракт, обращений о тяжелых условиях службы, скорее всего, будет становиться все меньше и меньше. На фронте сейчас немало тех, кто был мобилизован еще в 2022 году и за это время приспособился как-то выживать в боях. Они будут в первую очередь заинтересованы в прибытии свежих контрактников, которые должны сменить их в боях, а также в том, чтобы эти новенькие не записывали обращение. Ведь это чревато тем, что в очередной штурм отправят не новенького, а того, кто и так уже пару лет на фронте. Вопиющий непрофессионализм и халатность российских командиров приводит к дополнительным потерям среди солдат. Сколько раз за эти 2 года вы слышали новости с заголовком «ВСУ ударили по построению российских солдат на полигоне»? И вот снова. В этот раз построение происходило на полигоне около поселка Рогово в Луганской области. На распространенных в интернете кадрах мы видим скопление техники и большое количество солдат. Затем следует ракетный удар ровно по цели. Сколько погибло и было ранено солдат при этом ударе, пока неизвестно. Надо дождаться некрологов. В прошлый понедельник один такой некролог по другому удару мы дождались. 13 апреля был нанесен удар ракетой Storm Shadow по машиностроительному заводу в Луганске. Украинская сторона тогда заявила, что на заводе располагался командный пункт российских военных. И вот, появился некролог на заместителя начальника штаба Центрального военного округа подполковника Евгения Владимировича Рыченко, который погиб при этом ударе. Заранее отвечу комментаторам, что да, для заместителя начальника штаба целого военного округа у него было слишком низкое звание. Но, скорее всего, он был заместителем по одной из служб, например, по связи. Тем более, что у него было профильное образование связиста. В очередной раз был нанесен удар по аэродрому Джанкой в аннексированном Крыму. Судя по спутниковым снимкам, которые опубликовала Радио Свобода, под удар попали машины комплекса противовоздушной обороны С-400. Такие удары позволяют расчистить небо для украинских ракет, которые летят по российским целям в Крыму. Россия, в свою очередь, ударила ракетой комплекса «Искандер» с кассетной боевой частью по Одессе. 6 человек погибли, более 30 ранены. Некоторые украинские и российские телеграм-каналы писали, будто бы «Искандер» был перехвачен украинской системой противовоздушной обороны. У нас есть большие сомнения в этой версии. Генеральная прокуратура Украины опубликовала видео непосредственно удара, на котором мы ясно видим воздушный подрыв кассетных суббоеприпасов. То есть видно штатное срабатывание кассетной боевой части. Это практически исключает версию с перехватом ПВО. Сколько за 2 года мы видели таких перехватов, я не припоминаю ни одного случая, чтобы после этого кассетная часть отработала штатно. Чаще всего она просто падает на землю, не сработав. При этом очевидцы могут говорить, что они видели работу системы противовоздушной обороны. Но это не исключает того, что зенитная ракета не смогла перехватить летящий «Искандер» и самоликвидировалась в воздухе. Место удара находится в районе Одесской юридической академии. Мы изучили район вокруг и не нашли что-либо подходящее под военную цель.
При этом нужно помнить, что даже если бы там была военная цель, то бить по ней кассетными боеприпасами запрещено. Международные конвенции запрещают применение кассетных боеприпасов по жилым массивам, даже если там находится военная цель. Поэтому удар кассетным «Искандером» по Одессе можно квалифицировать как военное преступление, которое повлекло за собой жертвы среди гражданского населения. В среду Государственный департамент США выпустил заявление, в котором обвинил Россию в применении химического оружия, а именно хлорпикрина в ходе боевых действий в Украине. Россия действительно в ходе войны постоянно нарушает Конвенцию о запрете химического оружия. Но происходит это в виде применения слезоточивого газа, такого как черемуха или сирень. В своих выводах мы полагаемся на оценку эксперта по химическому оружию Дэна Казиту. Он является автором книги о применении химического оружия в разных войнах, включая те, которые вела или ведет Россия. Дэн внимательно следит за ходом войны в Украине. После заявления Госдепартамента он написал целый тред в Твиттере, в котором пояснил, что за все время полномасштабного вторжения не видел ни одного доказательства применения хлорпикрина. Он отдельно подчеркивает, что человек, попавший под действие слезоточивого газа черемуха или сирень, легко может спутать его с хлорпикрином, поскольку они похожи по действию, а у газа сирень даже запах похожий. В соцсетях за эти пару лет публиковалось много фото и видео, которые подписывались как доказательство применения России газовых гранат с хлорпикрином. В действительности, каждый раз мы на них видим газовую гранату К-51, которая даже конструктивно не подходит для того, чтобы распылять хлорпикрин. Причина заключается в том, что такие слезоточивые газы, как черемуха или сирень, в гранатах находятся в твердом виде, в виде порошка. В аэрозоль они превращаются в ходе химической реакции. А хлорпикрин – это жидкость. Нельзя взять гранату, в которой была сирень, и заменить ее на хлорпикрин. Как я и сказал ранее, применение такого спецсредства, как слезоточивый газ в ходе боевых действий, тоже является нарушением Конвенции о запрете химического оружия. И кто-то, может, даже скажет: ну, Руслан, раз и то является нарушением Конвенции, то какая разница, хлорпикрин это или сирень? Я же считаю, что доказательная база под санкции должна быть надежной и убедительной. А Госдепартамент как раз после своего заявления ввел дополнительные санкции против ряда юридических и физических лиц. Вспомните историю двухнедельной давности. Петр Авен и Михаил Фридман смогли оспорить часть введенных против них санкций как раз потому, что основания были очень слабые. Финские авиалинии на месяц отменили полеты из Хельсинки в эстонский город Тарту. Причиной тому стало действие российских глушилок, которые подавляли сигнал GPS. По этой теме есть два исследования, в которых пытались геолоцировать местоположение глушилок, изучая отклонение маршрутов самолетов. В одном исследовании пришли к выводам, что глушилка находится в Калининградской области, в другом – в Ленинградской области. Глушилки в Калининградской области сложно объяснить угрозой украинских беспилотников. Не думаю, что ВСУ готовы будут пустить их через европейское воздушное пространство. А вот что касается Ленинградской области, то там угроза вполне ясна. В целом, из-за учащения атак с помощью беспилотников на российские объекты далеко в тылу, я думаю, средств радиоэлектронной борьбы, в том числе GPS-глушилок, будет становиться все больше для всей границы России с неевропейскими странами. Все-таки на каждый нефтеперерабатывающий завод, на каждый порт комплекса противовоздушной обороны не напасешься. Поэтому приходится выходить из положения с помощью глушилок. Они, конечно, не являются стопроцентной гарантией, но шансы поражения все-таки снижают. И это все новости у нас на данный момент. Увидимся с вами на следующей неделе.